В бескрайней бездне глубокого космоса, в тысячах световых лет от Земли, среди ярких звезд и темных пылевых облаков, два загадочных небесных тела стремительно кружат по своим орбитам, нарушая классические законы физики. Эхо их движения доносится до нас через тысячи световых лет, хотя сами тела невероятно малы по меркам Вселенной. Космическое пространство искажается рядом с ними, заставляя даже неудержимые фотоны отклоняться от предначертанных траекторий. Полет этих объектов настолько стремителен, что время для них замедляет свой ход, а титанические приливные силы сминают поверхность, покрывая ее складками и трещинами. Это редкая и удивительная картина даже по меркам бесконечной Вселенной. Так давайте же изучим ее поближе. Космо. 3200 световых лет от Земли. Созвездие Кормы. Далекое прошлое. Два красных гиганта доживают последние мгновения своей жизни. На наших глазах один из них совершает переход в новый этап звездной эволюции. Топливо в его недрах уже почти исчерпано, и светило начинает стремительно остывать. Хрупкое равновесие между силами гравитации и яростью термоядерного взрыва непоправимо нарушается. Триллионы тонн звездного вещества начинают неудержимо стремиться к центру светила. Этот процесс вновь запускает неуправляемую реакцию термоядерного синтеза в недрах звезды. Мощнейший взрыв разрывает светило на части, оставляя в центре сверхплотное ядро, раскаленное до невероятных температур. Сила ударной волны необратимо меняет структуру звездного вещества, полностью разрушая его атомы. Они сжимаются в сверхплотную материю, порождая бесчетное множество нейтрино. На месте разрушенного гиганта остается крошечный, но очень массивный сгусток материи. Вокруг него грандиозным облаком разлетаются внешние оболочки погибшего светила, превращаясь в рассеянную газовую туманность. На огромной скорости они сталкиваются с другим красным гигантом, расположенным неподалеку. Это заставляет светило вспыхнуть подобно только что погибшему компаньону. И когда эхо двойной сверхновой развеивается в пространстве, остается лишь пара загадочных объектов, почти незаметных на фоне бескрайней космической пустоты. Именно так, в результате грандиозной катастрофы, появляются на свет крайне редкие и необычные космические объекты, которые мы называем нейтронными звездами. В настоящее время обнаружено всего лишь несколько тысяч небесных тел данного класса. Мизерное число по сравнению с обычными светилами. И чтобы понять, почему же они так редки, нам необходимо изучить пути эволюции звезд. Согласно современным представлениям, жизненный путь любого светила практически полностью определяется его массой. Если она составляет менее 8 солнечных, то звезда, пройдя несколько этапов, в конце своей эволюции превращается в белый карлик. Предполагается, что спустя миллиарды лет он потеряет остатки энергии и трансформируется в гипотетический объект, называемый черным карликом.
Этот путь предначертан более чем 99% светил Вселенной, включая и наше Солнце. Если же масса звезды превышает 8 солнечных, то ее эволюция следует по другому пути, в конечном итоге приводя к взрыву сверхновой. В результате внешние оболочки светила оказываются разбросаны по окружающему пространству, формируя рассеянную газовую туманность. В центре же системы остается сверхкомпактный и экстремально плотный объект – бывшее звездное ядро. Его дальнейшая судьба также целиком зависит от массы. Если она окажется слишком велика, то ядро погибшего светила не сможет противостоять неумолимой гравитации и неизбежно сожмется в черную дыру. Однако есть и иной путь. В том случае, когда масса звездного остатка находится в пределах от 1,4 до 2,2 солнечных, образуется нейтронная звезда. Силы гравитации в ее недрах разрушают атомные ядра, формируя сверхплотное нейтронное вещество, обладающее экзотическими физическими свойствами. В силу ряда причин нейтронные звезды крайне тяжело наблюдать и исследовать. Во-первых, небесные тела данного класса крайне редкие. Согласно расчетам, на 1000 обычных светил приходится лишь один подобный объект. Во-вторых, они очень компактны и практически не излучают свет в оптическом диапазоне. Поэтому до появления рентгеновских телескопов заметить данные объекты было невозможно. Неудивительно, что первая нейтронная звезда была обнаружена лишь в 1967 году, спустя несколько десятилетий после теоретического обоснования их существования. Во многом этому способствовало необычное явление, связанное с законом сохранения момента импульса. Благодаря данному эффекту большинство нейтронных звезд имеют очень высокую скорость вращения, а взаимодействие их магнитных и электрических полей порождает мощные всплески излучения, повторяющиеся с очень четкой периодичностью. Подобные объекты называют пульсарами, и они составляют большинство среди открытых на настоящий момент нейтронных звезд. Их импульсы эффективно фиксируются рентгеновскими телескопами даже на расстоянии в 1000 световых лет. Всего в настоящее время открыто уже более 3200 нейтронных звезд, причем около 90% из них являются одиночными объектами. Остальные же входят в двойные и кратные системы. Чаще всего компаньоном этих космических тел является красный гигант или звезда главной последовательности. Однако в единичных случаях им становится другая нейтронная звезда. Так происходит, когда два похожих друг на друга светила синхронно подходят к концу своего жизненного цикла, и взрыв одного из них провоцирует коллапс второго. Из-за потери энергии в ходе трансформации остатки звездных ядер сближаются на очень малое расстояние, что служит причиной роста их взаимной скорости до огромных величин. И именно так, согласно современным представлениям, образовалась удивительная система под названием PSR J0737-3039. Она расположена на расстоянии порядка 4500 световых лет от Земли и уникальна тем, что состоит сразу из двух пульсаров, расположенных очень близко друг к другу. Первый из них на 34% массивнее Солнца и отличается невероятной скоростью собственного вращения. Каждую секунду объект совершает 44 оборота вокруг своей оси. Второй же пульсар немного меньше и медленнее. Его масса составляет 1,25 от солнечной, а период вращения равен 2,77 секунды. Если мы захотим рассмотреть данные объекты поближе, то обнаружим, что их размеры крайне малы по космическим меркам.
Диаметр каждого компонента системы составляет не более пары десятков километров. Чего нельзя сказать об их массе, которая сопоставима с большинством известных звезд. Следствием этих факторов является запредельно высокая плотность вещества, из которого состоят пульсары. И чтобы разобраться в данном вопросе, нам необходимо заглянуть в их недра. Использование методов математического моделирования в сочетании с теорией строения нейтронных звезд позволяет нам узнать даже то, что скрыто от прямого взора. Самым внешним слоем объектов данного класса является атмосфера. Однако для нейтронных звезд это понятие существенно отличается от привычной нам планетарной газовой оболочки, как у Венеры или Земли. Для обоих компонентов рассматриваемой нами системы этот слой имеет толщину не более нескольких миллиметров. Такая ситуация типична для абсолютного большинства нейтронных звезд. Однако самые молодые и горячие объекты данного класса могут иметь атмосферу в несколько десятков сантиметров. Она состоит из плазмы, сильно ионизированных остатков звездного вещества. В основном это атомы водорода и гелия, но встречаются и более тяжелые элементы. Следующий слой – это внешняя кора, толщина которой может достигать нескольких сотен метров. Гравитация в данной области недостаточно сильна, чтобы преодолеть электростатическое отталкивание между электронами и протонами, однако ее хватает, чтобы разрушить привычную структуру вещества. Элементарные частицы здесь перемешаны между собой, но пока еще сохраняют внутреннюю целостность. На внешнюю кору действуют сразу несколько мощных сил, таких как гравитация, магнитное поле, электростатическое отталкивание и центробежная инерция. Из-за их сочетания поверхность нейтронных звезд находится в постоянном механическом напряжении. Периодически оно прорывается в виде звездотрясений, титанических деформаций поверхности космического объекта. В результате на ней образуются горы высотой в несколько миллиметров и трещины шириной до сантиметра. Эти цифры кажутся незначительными, однако при экстремально высокой гравитации гора высотой в сантиметр аналогична Олимпу в условиях Марса. Если же мы опустимся еще ниже, то убедимся, что данный слой не имеет четких границ и простирается вглубь нейтронной звезды на несколько километров. По мере погружения в ее недра давление постепенно растет, из-за чего все больше электронов вдавливается в атомные ядра, инициируя реакцию с протонами. В результате образуется нейтрон, а также едва уловимая частица под названием нейтрино, которая практически тут же покидает недра небесного тела, унося с собой избыток энергии. В свою очередь, под внутренней корой находится внешнее ядро, целиком состоящее из нейтронного вещества. Эта удивительная субстанция представляет собой множество тесно спрессованных нейтронов, а ее плотность в 10-15 раз выше, чем у атомного ядра. Например, наша планета, сжатая до такой же степени, имела бы радиус всего 150 метров, а кубический сантиметр объема вместил бы несколько миллиардов тонн нейтронного вещества. У обоих компонентов рассматриваемой нами системы внешнее ядро простирается до самого центра объекта. Но особо крупные нейтронные звезды, согласно современным представлениям, имеют также и внутреннее ядро. Его строение пока что остается предметом научных дискуссий. Согласно одной из гипотез, давление в центре массивных светил может быть настолько велико, что способно разрушить даже нейтроны, образуя гипотетическое кварковое вещество. Такой объект называется кварковой звездой.
Другие предположения допускают формирование гиперонных или каонных ядер, состоящих из экзотической материи с крайне необычными свойствами. Однако все эти удивительные структуры остаются уделом гипотез, и доказать или опровергнуть их существование пока что невозможно. Если мы рассмотрим систему целиком, то обнаружим несколько удивительных и интригующих фактов. В первую очередь можно заметить, что, согласно расчетам, пульсары в данной системе стремительно движутся вокруг общего центра масс по умеренно вытянутым и очень компактным орбитам. Наблюдения показывают, что среднее расстояние между компонентами составляет всего 800 тысяч километров, что почти в 2 раза меньше диаметра Солнца. Из-за столь малой дистанции скорость взаимного движения обоих объектов очень велика. Она превышает 300 километров в секунду, благодаря чему пульсары совершают полный оборот вокруг общего центра масс всего за 2,45 часа. Столь стремительное движение приводит к ряду необычных явлений, обусловленных эффектами теории относительности. Например, наблюдения показывают, что в момент максимального сближения пульсаров период собственного вращения каждого из них временно увеличивается на 0,38 миллисекунды, после чего возвращается к прежним значениям. Этот эффект невозможно объяснить с точки зрения классической физики, однако теория относительности предсказала его задолго до практического обнаружения. Данная аномалия связана с релятивистским замедлением времени, которое становится наиболее сильным именно в момент максимального сближения объектов. Другой хорошо заметный феномен проявляется во время взаимных затмений и связан с аномальным красным смещением, фиксируемым в спектре одного из пульсаров. Дело в том, что гравитация более близкого к нам компонента тормозит проходящий мимо него сигнал от дальнего объекта. Из-за этого излучение теряет энергию, а длина его волны возрастает. Также известно, что орбиты данных небесных тел испытывают влияние их взаимодействия. Это выражается в том, что точка их максимального сближения, называемая периастром, постоянно смещается. Подобное явление называется релятивистским смещением и давно известно астрономам. Обычно оно фиксируется при изучении быстрых небесных тел. Например, орбита Меркурия каждые 100 лет сдвигается на 43 угловые секунды. Однако периастр двойного пульсара смещается в 140 тысяч раз сильнее. В течение года он отклоняется от прежнего положения на целых 17 градусов. Таким образом, среди всех известных нам звездных систем, PSR J0737-3039 обладает самым высоким релятивистским смещением. Если же отвлечься от сухих цифр и поразмышлять о гипотетических планетах, что могут скрываться в этой удивительной системе, то их существование считается хоть и маловероятным, но все же возможным. Некоторые объекты, удаленные от центра, гипотетически имели шанс пережить сокрушительный двойной взрыв сверхновых, другие же могли образоваться уже позже. Ответ на этот вопрос осложняется тем, что ни один из широко распространенных способов поиска иных планет не эффективен для исследования подобных систем. В любом случае, о жизнепригодности гипотетических небесных тел этой системы говорить не приходится. Леденящий холод и смертоносное излучение делают их крайне негостеприимными местами. Наблюдения показывают, что данный двойной пульсар постоянно генерирует гравитационные волны, из-за чего расстояние между его компонентами каждый день неуклонно снижается на 7 миллиметров. Это явление происходит во всех физически кратных звездных системах
но обычно оно слишком слабо выражено, чтобы его можно было надежно измерить. Это говорит нам о том, что примерно через 85 миллионов лет пульсары сольются воедино, образовав черную дыру. Грандиозный катаклизм станет источником сверхмощных гравитационных волн, которые пронесутся через весь Млечный Путь и достигнут иных галактик далеко за его пределами. А вспышка, сопровождающая слияние, может на короткое время стать одной из самых ярких звезд земного неба. В любом случае, эхо этого сокрушительного взрыва в конце концов затихнет без следа в бесконечности Вселенной. Друзья, в последнее время новые фильмы на канале выходят не так часто, как нам всем хотелось бы. Ведь это результат упорной и долгой работы множества людей. Их создание требует все больше сил и времени, ведь мы стараемся развиваться и делать максимально качественные и информативные видео. Ваша поддержка – это главное, что помогает каналу двигаться вперед. Поэтому, если вам понравился результат, расскажите об этом в комментариях и порадуйте нас своим искренним лайком. И новые познавательные выпуски не заставят себя ждать. И услышимся!